Всем привет! У нас сегодня будет рубрика «Что взять с убитого двигателя, что можно с него еще продать». Купили машину битую на разбор полностью, то есть и кабина, и запчасти кабины, и запчасти рамы, ходовки и так далее. Также подали нам двигатель для разбора, чтобы понимать, что с него можно продать. Сегодня мы вместе разберем, посмотрим, что тут может быть живое, что может еще пригодиться, а что пойдет в утиль. Например, как блок. Блок у нас уже в утиль однозначно. Колено будем мерить на изгиб, на прогиб. Будет ли оно живое, это мы посмотрим. Ну и, соответственно, все, что внутри, все, что уцелело. Уцелела у нас вот эта сторона, практически вся. Это топливная аппаратура, то есть насос топливный, корпус топливного фильтра, компрессор и корпус масляного фильтра. На первый взгляд это все целое. А при разборе будем смотреть, нет ли каких дефектов и будет ли это все-таки живым. И вот подытожим в конце видео, что с этого можно, собственно, заработать. И что у нас появится в ближайшем будущем в продаже. Начнем разборку. Так, лискомуфта у нас сама целая, рабочая. Никаких повреждений не имеет. Крыльчатка на выброс. Шланги с пластмассовыми переходничками и креплениями. Все целое. Вставляем. Ремень порванный. Так, ролик натяжителя у нас целый, не поврежден. Генератор целый, но туда попали стекла. Немножко скрипит. Продуть, промыть, работать будет. Кондей. Кондей тоже целый. Крутится, работает. Ролик и помпа. Разбираем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень много. Итак, мы прибрали за собой, что налили. Продолжим дальше. Снимем демпфер. По переду у нас все разобрано. Приступим к турбине. Демпфер без повреждений. В хорошем состоянии. Турбина у нас хорошая, крутится без всяких проблем, повреждений никаких нету, турбина целая. Напомню, мы разбираем двигатель 471 Mercedes MP4 2020 года. Вот здесь вот написано, вот тут вот 20 год. На блоке указан 20 год. Снимаем турбинку вместе с выходным коллектором, потом его полностью раскидываем.
Такие у нас прокладочки. И вот наш сервопривод, который управляет заслонками на ЕГР. Можем снять сам ЕГР. Сняв турбину ЕГР, у нас уже сторона почти голая. Сейчас мы снимем кронштейны и перейдем на заднюю часть двигателя. Кронштейн целый, без повреждений. Имеется еще у нас вот такой вот центрифуга, фильтр сапуна в виде центрифуги с повреждениями, то есть он треснутый. Снимем, удалим. Так, вот такого состояния мы теперь разобрали эту сторону. Выглядит вот так. Снимаем сцепление и маховик. Развалилось. Отсюда у нас слетело. Здесь у нас все развалилось. То есть по пробегу видим, что она небольшой пробег. Не успела выработать, но из-за удара у нас повредилась внутренняя часть. Называемый демпфер. Сама корзина скорее будет живая, но диски под замену. Итак, продолжаем мы разборку данного двигателя. Сзади мы сняли мы сцепление, маховик. Скидываем теперь насос ГУРа и переходим полностью на эту сторону. Снял я пока проводку. Проводка повреждена у нас частично. Вот кусочек. Остальное все целое. Насос ГУРа целый, без повреждений. Впускной отвод целый. Термостат. О, какой. Извлекаем фильтр, чтобы у нас масло ушло в поддон. И откручиваем теплообменник. Теплообменник и корпус в хорошем состоянии. Тут целое. Компрессор воздушный. Топливный насос. Так, продолжаем мы разбирать двигатель. ВМ-471
Вот у нас по навесочке. Всю навеску сняли. Навесочки достаточно много и ценная. То есть у нас компрессор, топливный насос, корпус топливного фильтра, корпус масляного фильтра, демпфер, турбина и так далее. Не, выжило у нас тут пока EGR, вискомуфта, сцепление и корпус сапуна. Ну и соответственно блок. Переходим в недра этого двигателя. Снимаем поддон, смотрим, что там. Тут у нас все вроде более-менее живое, то есть ржавчина не дошла сюда. То есть больше всего боялся, что попадет влага. Ну, еще неизвестно, что в цилиндры попало или нет. И, соответственно, испортит. Итого у нас тут маслозаборник и насос. В хорошем состоянии должен быть явно. Итак, поддон мы сняли, поставили на козликов. Снимаем клапан и крышку. Так, этот заломанный болт у нас не достается. Будем ломать. Тут у нас все относительно неплохо. И вот как тут все устроено. Немного влага попала, но не критично. Снимаем осик коромысел. Сейчас открутим сначала мы проводку. Извлечем. И затем открутим проставка коромысла. Пластик здесь не очень надежный. На автомобилях более старших годов он ломается, крошится. Вот этот пластик весь. Поэтому требует его замены. На данном экземпляре у нас очень все в хорошем состоянии. Все целое, свежее. Правда, ну, правда, машина свежая. И не особо успела поездить. Поэтому здесь все это еще в хорошем состоянии. Вот это выглядит. То есть также это все будет продаваться. Если кому надо, телефон оставлю ниже в комментариях. Клапан, брейк, клапан на управление моторного тормоза. Так как у нас повреждена проставка головы, повреждена, то есть вот эти нам по сути тоже не понадобится, так как они идут одно целое и должны стоять на своих местах. О, хоть что-то сделано в Германии. Один, его оригинальный номер. И второй.
Сейчас мы извлекаем топливную рампу с форсунками. Ну, коллектор сразу открутим. Коллектор у нас Индия. Так, там будет такая морковочка и резиновая проставка. Ну, и теперь можем извлекать потом плиту ГБЦ. Есть два варианта. Их вот у нас здесь в данный момент цельная. Бывает еще половинчатая, то есть она еще делится пополам. В данный момент у нас цельная. Сейчас еще тут два болтика открутим. Вот так теперь это все выглядит без проставки. Сейчас мы снимем форсуночки и будем снимать ГБЦ. Форсунки вот такие здоровые, 4-контактные. Вот их номер. Бошевские. Мы можем наблюдать, с головой у нас все хорошо. Ну, с нашей это понятно. С головой, с головкой блока цилиндров тоже все в порядке. Можем не рассухаривать, не смотреть, но голова свежая. Скорее всего, так и будет продаваться, так как есть. Только здесь вот эти вот заломчики. По цилиндрам тут тоже все очень даже неплохо. Гильзы. Ну, свежая машина, что ж, что взять. Пробег не очень большой. Точно сейчас не могу сказать. Если будет информация, напишу в комментариях. Ну, прокладка Made in Germany. Так что будет у нас и гильзы, и поршня. Один вопрос остался с коленвалом. Будет ли он целый? Так, бывает, что у нас газы частая проблема. Здесь ничего не видим. Прокладка прилегала хорошо. Ничего. Так, осталось нам снять переднюю крышечку, подушки лапы двигателя и шестерень ГРМ. Затем мы перевернем блок на бок, положим и достанем поршня. Здесь у нас тоже интересно. Проставка USA, Америка. Сама шестерня Италия.
Ну, вот и все. Теперь мы переворачиваем двигатель и вытаскиваем поршневую группу. На бугеле шатуна указана стрелочка, то есть направление вперед. Вкладыш, соответственно, в идеальном состоянии. Вкладыш идеальный. Поршня с таким номером. Тоже в идеальном состоянии. На кольцах еще даже краска заводская. То есть маслосъемные, не стертые совсем. Ну и также все остальные в идеальнейшем состоянии. Поршня достали, теперь достаем коленвал. Теперь извлекаем отсюда масляные форсуночки, которые нам тоже пригодятся, и достанем гильзы. И будем промерять коленвал на прогиб и делать выводы. Гильза установлена, резинка снизу, резиночка сверху. Все элементарно просто. Так, у нас коленвал на последней шейке, то есть именно на это имеет 6 соток изгиб, прогиб. Ну, что и требовалось было доказать, соответственно, это было и так понятно при таком ударе. Колено, как правило, ведет, то есть маховик, площадь большая, куда-нибудь ведет. Теоретически это все можно отремонтировать, направку отвести и сделать. Сам состояние самого коленвала хорошее, единственный прогиб вот на последней шейке. Итого мы имеем вот эти запчасти на выброс, а эти идут на склад. Головка в хорошем идеальном состоянии, гильзы нормальные, шатуны, поршня, компрессор, вся топливная аппаратура. Все это в идеальном состоянии. Повторюсь, машина 2020 года. Стоит это все нормальных, собственно, денег. Если у вас что-то сломалось, звоните, пишите. Есть в наличии вот эти запчасти. Ну или просто пишите, у кого что ломается на данном автомобиле, на данном двигателе. Всем пока. Всем удачи на дороге, не ломайтесь.